Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать обувь для Кена. Для начала сделаем универсальную выкройку. Защищаю ногу Кена пищевой пленкой. Подойдет и целлофановый пакет. После этого заматываю ступню салфеткой. Можно взять туалетную бумагу или бумажное полотенце. Теперь кусочками малярного скотча обклеиваю ступню. Если вы возьмете другой скотч, то подберите материал, который будет хорошо рисовать на нем. Обрисовываю контуры нужной обуви. А затем аккуратно разрезаю слой скотча и салфетки по намеченным линиям. Дорабатываю выкройку, расширяя язычок в стороны. И выкраиваю детали из ткани. У меня будет джинсовая. Для начала обработаю верхний край. Делаю надрезы на припусках в округлых местах. Беру свой любимый универсальный клей. Подробнее о нем я рассказывала в отдельном видео. Тонким слоем промазываю припуски и приклеиваю их к изнанке. Можно взять и клей для ткани, а также подойдет хороший канцелярский клей-карандаш. Остальную часть детали я также промажу тонким слоем клея. В данном случае это сделает деталь более твердой. Заменить клей можно на паутинку дублерина для ткани. Конечно же, этот шаг не обязательный, и его можно пропустить. Обрезаю боковые припуски. После пропитки клеем края уже не осыпятся. Это поможет избежать лишней толщины, не подгибая этот край. Теперь беру контрастную нить и мелкими стежками прошиваю по краю. Если вы не проклеивали припуски, то вы как раз их пришьете.
Чтобы сделать кеды интереснее, можно нарисовать или прошить произвольные линии, а также можно полностью их раскрасить. Если вы будете прошивать рисунок, то это лучше сделать на этом этапе, а если красить, то можно и в самом конце. Также промазываю клеем и детали язычка. После высыхания спокойно срезаю верхние припуски. А припуски снизу нарезаю зубцами. Можно также проложить строчку по носовой части, отделяя ее от язычка. Нижний припуск основной части тоже нарезаю зубцами. Из картона или плотной бумаги вырезаю детали подошвы. У меня это акварельная бумага. Для стельки возьму 2 детали, а для толщины подошвы 6. Количество деталей зависит от толщины выбранного материала. Склеиваю их между собой. Фиксирую стельку скотчем. А затем накладываю переднюю часть и приклеиваю ее к стельке за зубцы. После высыхания приклеиваю таким же образом основную деталь. Она будет немного заходить на переднюю деталь. Теперь можно снимать заготовку с ноги. Приклеиваю и саму подошву. Некрасивые срезы на подошве закрою полоской. Можно взять бумагу или ткань, ну а я возьму белый фоамиран, из которого всегда делаю кеды. Выравниваю один край и приклеиваю полоску по кругу, немного заходя на ткань. А затем срезаю все лишнее. Шилом или толстой иголкой делаю отверстие для шнуровки. А для самих шнурков возьму обычную нить, складываю ее в четверо. На всякий случай возьму с запасом.
На одном конце завязываю узел. Отделяю по 2 нити и начинаю перекручивать их в пальцах в противоположные стороны. Затем постепенно начинаю сдвигать нити к центру. Они сами перекручиваются в плотный жгут. Скручиваю так нити по всей длине. Концы этого жгута пропитываю клеем, делая жесткие концевики. И зашнуровываю кеды. Нужную длину можно подрегулировать в конце. И, конечно же, делаю все то же самое и для другой ноги. Используя различные ткани и виды подошвы, можно делать совершенно разную обувь даже по одной этой выкройке. Ну а у меня получились вот такие кеды. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HeoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!